Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире программа «Глобальный фокус» и с вами я, Дмитрий Бриджи. В прошлых выпусках мы обсуждали политику, историю, общество разных стран и также обсуждали культуру разных стран. В этом выпуске мы обсудим философскую концепцию, над которой работает наш уважаемый гость Сухель Наимович Фарах, доктор философских наук, академик Российской академии образования, который в рамках работ своих поднимает тему взаимодействия и диалог культур. Потому что сегодня во многом этот вопрос поднимается и в рамках организаций международных, как и ООН, так и БРИКС, так и ШОС, как культуры должны взаимодействовать друг с другом, как правильно культуры должны взаимодействовать друг с другом и как культуры должны понимать друг друга. Потому что именно культурный диалог сегодня это главный вопрос для многих стран, потому что именно на основе этого появляются конфликты, разногласия, даже проблема взаимодействия культур для многих людей становится актуальным. И также и для Российской Федерации этот вопрос является актуальным. И, во-первых, спасибо большое, Сухель Наимович, за участие в нашей программе. Как я знаю, вы родились в Ливане, вы имеете арабские корни, вы посвятили свою жизнь науке, образованию, ну и также своей концепции, над которой вы работаете, именно теоретической концепции взаимодействия культур, взаимодействия между разными странами. И можете рассказать немного про себя, немного о своей жизни, также и о том, как вы сегодня рассматриваете этот диалог между цивилизациями и культурами? Во-первых, искренне рад быть с вами, уважаемый и дорогой Дмитрий, и искренне быть на площади прекрасной радиостанции «Аврора». Я слежу за передачей прекрасной радио и вообще направлений. И у вас всегда бывают прекрасные, очень содержательные и интересные гости. И, во-вторых, то, что касается, в общем, отвечая на ваш вопрос, трудно мне говорить о себе, чтобы не попасть в пространство субъективизма. Я постараюсь быть крайне объективным. Да, правильно, то, что вы заметили, я родился в Ливане, хотя моя семья, она разбросана по всему миру. В принципе, в Бразилии, в Мексике, в Австралии, даже племянники есть в Женеве, во Франции. И у меня супруга, как она профессор по биохимии, она казачка, но она русская до мозга и костей, так что вот я нахожу, будем так сказать, в находился и до сих пор нахожу в интернациональной семье и вообще в интернациональном пространстве. Поэтому, и поскольку тоже известно для всех, что Ливан это тип такой маленький перекрест разные культуры, разные религии, разные конфессии. Это мост между Западом и Востоком. Там присутствует элемент западной культуры и восточной культуры. И несмотря на это, то есть это, как будем так сказать, светлая сторона Ливан на Ближнем Востоке. Известно, что вот для публики, именно что страна, которая связана с войнами, с конфликтами и так далее, но Ливан все-таки имеет другая сторона. Это страна, которая имеет больше, чем 6 тысяч лет цивилизации на территории этой страны были, но кроме финикийцев были там и древние египтяне, были кальдинисты, были ассирийцы, были греки, были римляне, были византийцы, были арабы исламские. И в том числе известно для всех, что Ливан, в отличие от большинства стран Ближнего Востока, он попал я бы сказал, в направлении модернизма, поскольку он имел давнейший контакт с западной культурой, то, что я вам сказал, и так далее. И в этом атмосфере я родился, я развивался, я получил первоначальное образование, но и всегда с самого начала я поставил передо мной такой вопрос. Я буду рассказывать прямо откровенно. По происхождению я родился в православной семье. Это известно, хотя с первого взгляда... То есть вам легко понять русскую ментальность и русскую культуру? Не только так. Я просто расскажу, да, правильно. Это следующий этап, отвечая на ваш, я буду рассказывать, почему у меня теплые отношения к России.
но поскольку имя у меня и фамилия типичная арабская, может быть, даже исламская, потому что слово Сухайль, она находится много раз в Коране. Вот. Ну и всегда я задал для себя вот вопрос, ну как можно найти общечеловеческий, даже, я бы сказал, общедуховный, общий божественный язык с моими соседами, которые по иронии судьбы, по случайности, они родились мусульманами, или они родились непонятно, или как вам сказать, или у нас тоже были вот соседи, армяне были ассирийцы, были там разные и так далее. То есть в этот разнообразном маленьком Ливане нужно всегда поставить перед собой задачи, что нужно делать для того, чтобы сближать дух разных религий, разных культур, разных, я бы сказал, ну и цивилизаций в этом смысле. И начал заниматься этот вопрос. Ну вот у меня всегда там с самого начала, с детства у меня было, я бы сказал, очень глубокое, очень-то я вообще я был фанатиком науки и культуры. Вот мама и папа, когда мне дали какие копейки, в первую очередь было для того, чтобы купить книги вот по истории разных стран, история культуры. Очень сильно увлекался в театр, в романе, в поэзии и так далее. В русской, именно, то есть, ну, что связано с Россией, с Советским Союзом или с международным? Знаете, что я могу сказать одно, что, в принципе, Ливан — это считается вроде франкофонное государство. Вот школа у меня там, я вошел в мировой культуру через культурологические ворота, я бы сказал, Франции, да, и одновременно Россия. Почему Россия? Вот, но Россия для меня всегда занимала особое место, вот в сердцевине моих интересов и так далее, и так далее. И с детства я очень любил стихотворение Пушкина. В начале Пушкин, Достоевский, Чехов, Лермонтов, Некрасов. Вот в начале, в общем, так, и потом увлекался вот в театр, там Станиславский мне был любимый. И, безусловно, вот музыка Рахманинова, там и Чайковского, и так далее, и так далее. Вот они вошли, я бы сказал, вот в крови, у меня вот с самого начала. Но это через, я бы сказал, через перевод, через арабский перевод, через французский перевод и частично через английский. У меня была мечта знать Россию по-настоящему, вот как через именно знание русского языка. У меня была мечта читать Достоевского или Пушкина на родном русском языке. И потом эта мечта не только образовалась, потом я уже организовали 2 международные конференции вокруг творчества Достоевского, когда я был в Ливане председателем Новороссийского дома. И я организовал международный семинар вокруг творчества Пушкина. Это вокруг творчества Пушкина была специальная история, может быть, время не позволяет нас для того, чтобы вот говорить об этом, но, в принципе, издал книгу. То, что касается Достоевского, у меня одна работа, там работа, это сборник, кстати, я являюсь там то есть составителем, соавтором, и автор предусловий. Называется так «Достоевский. Бог, человек и цивилизация». А по поводу Пушкина у меня тоже вот после того, когда мы организовали международные конференции, мы издали книгу на 4 языках, которая называется «Пушкин божественный и земной». Или по-арабски «Пушкин аль-Абрухи ли Ашар Руси», духовный отец русской поэзии. А потом серия, после, как вам сказать, литература, театр, начал изучать философию. Ну и в первую очередь кого? Вот во время Советского Союза я начал изучать марксизм и ленинизм вначале на арабском языке, потом хотел изучать этот философия на родном русском языке, приехал в Россию и видел, что такое марксизм, видел слабые стороны. В Советский Союз вы приехали, в те времена еще был Советский Союз. В 1974 году у меня отношения с Россией давным-давно. Я же гражданин Российской Федерации, поэтому общаюсь с вами. Но вы были гражданинами Советского Союза? Нет, к сожалению. К сожалению, я не был гражданин Советского Союза. Я получил гражданство российское в 1998 года, мне кажется. Это благодаря
посол Российской Федерации в Ливане Олег Герасимович Пересипкин. Так. Вот это, то есть это, об этом можно много говорить, но я думаю, на данном этапе хватает, в общем, этого. Да, одна из этот вопрос. центральных тем ваших работ – это российская цивилизация. И как вы вот именно представляете российскую цивилизацию, почему вы, в принципе, называете цивилизацией ее, потому что мы знаем, что есть разные цивилизации в истории человечества и мира. Как вы бы могли представить именно вот эту терминологию «российская цивилизация»? Очень интересный вопрос, Дмитрий, но по поводу понятия или терминологии российская, во-первых, российская, и во-вторых, цивилизация. Почему не русская? Почему и не русская? Вот. Это очень важный вопрос. Но прежде чем тоже, в общем, вот отвечать на этот вопрос, почему именно я начал заниматься Россией как цивилизация, поскольку у меня история, научная биография моя разная, да. То есть она началась с журналистики, потом философия истории, потом философия науки, потом философия цивилизации, потом философия диалога и партнерства между разными цивилизациями, культурами и религиями. Вот. И у меня как это тоже, в общем, я был профессором, преподавателем в разных странах, вот в Алжире, вот в Ливане, там, в России я уже дал курс в Нижнем Новгороде, в МГУ, в КФУ, то есть в разных университетах, штатные, нештатные и так далее, и так далее. Но и самое главное тоже, вот как вам сказать, все, половина моя зарплата пошла на путешествие в мире. Я посетил 89 стран мира и всегда смотрел на эти страны, на разные цивилизации, на разные культуры глазами антрополога, антропологические глаза. И антропологические глаза позволяют вам или себе, человеку, чтобы анализировать, что особенное для менталитета, для специфика культуры и так далее, и так далее. И у меня была мечта вот этого, как сравнивать, что нового, что особое между цивилизациями, разные цивилизации. Ну, по-моему, наша философия, я отношусь, кстати, к российской цивилизационной школе, являюсь один из активных участников этой школы. И всегда мы смотрели, как, Россия вообще сама по себе, она цивилизация или нет? Это первый. Почему я задаю этот вопрос? Потому что после того, когда я изучал подходы Твемби или будем вот Эрнест Тоймби, или Шпинглер, да, или известный французский писатель, историк, я бы сказал, и культуролог, который написал известная работа, называется «La grammaire de la civilisation» по-французски, по-русски это называется «Грамматика цивилизации». И тоже изучал тоже произведения Петерима Сорокина, Данилевский и так далее. И никто не говорил о России как цивилизация, во-первых. Но Тоймби говорит, что православная, да, это православная цивилизация, да. И еще там, даже, в общем, западники, которые специалисты по цивилизации, и вообще и западники, которые во внутренней России, либералы и не либералы, они говорят, что такое, разве Россия, она цивилизация, она пока не имеет черты самостоятельная и самобытная цивилизация. Но было для меня, как вам сказать, как дилемма, да, и вызов для меня. Я хотел показать, что Россия это до того, когда уже стало, в общем, этот термин на уровне первого лица государства в России и в рамках государственной политики России теперь говорят, Россия страна цивилизации. Я начал заниматься этот вопрос начиная с 2010 года и на арабском языке, и издал труд, который называется «Российская цивилизация в вопросе идентичности и другого». Я имею в виду другого арабского вопроса. И в течение этой книги, то есть первая книга, у меня две книги, 3 даже книги о российской цивилизации. Первая книга, она вышла на арабском языке, называется, опять я повторяю, называется «Российская цивилизация в вопросе идентичности и другого». Показал на основании аргументов, исторических аргументов, сравнительный анализ между западной цивилизацией и восточной и так далее, Россия имеет все черты, которые можно назвать ее
как самобытная, как самостоятельная цивилизация. Мне даже в России, те, которые некоторые востоковеды говорят, ну что вы, и так далее. И тем более, в общем, неолиберали. Я следил, потому что, когда я подготовил книгу, это первая книга, я следил, как идеологи и философы пятая колония в России, как они смотрят на Россию, да. Но они вот много, то есть это как западники, неолиберали в России, они считают ничего подобного. Ну, короче говоря, издал новый труд. Потом у меня там вдохновило, чтобы для того, чтобы продолжать это дело, потому что чем больше ты изучаешь Россию, тем больше открывает перед вами миллион вопросов. Потому что Россия — это целый континент, это вот каждый вопрос рождает другой вопрос и так далее. Вдохновило меня, чтобы я готовил еще вторая работа, которая называется «Российская цивилизация». Российская цивилизация в смысле судьба вначале я назвал. Первые издания были в Бейруте в 2017 году, а потом второе издание было в Каире, и назвали, я добавил одну главу, где я сосредоточил внимание на вопрос мощности русского характера. Вот если раскрыть вот то, что вы писали в своих работах и книгах, вот как вы можете охарактеризовать российскую цивилизацию, какие там есть признаки цивилизационные, и как все это развивалось? То есть мы знаем, что был период там, Киевской Руси, потом Российской империи и так далее, и так далее. Разные эпохи были. Вот как можно это все охарактеризовать, и какие признаки того, что это именно есть цивилизация, вот если мы говорим именно, чтобы раскрыть немного тему. Да. И третий умный вопрос, вот, Дмитрий, я расскажу. В принципе, может быть интересно, может быть, я не знаю, в общем, для наших зрителей, то что и слушателей, что вот, в принципе, эта книга, которая вышла на арабском языке, она получила международную премию имени Примакова, кстати. Да, это в 2008 году. Я когда-то в это время я был главный редактор арабского отдела группы «Россия. Исламский мир. Стратегических видений». И это по заказу, в общем, определенной структуре МИДа Российской Федерации. Они меня почему именно выбрали, не знаю. Этот белая ворона, Сухель Фарах, который вот, пытается, в общем, показать, что Россия — это самостоятельная, самобытная цивилизация. Но и судьба, короче, складывалась. И слава Богу, что так получили. Это для меня, конечно, было особо очень приятно. И в контексте, и потом после этого я подумал, что мне тоже друзья, коллеги сказали, ну как же, это должно быть, этот текст будет на русском языке, и вышло на русском языке, а вот этот в издательском доме Академии имени Жуковского название немножко другое, потому что специфика российской аудитории особая, поэтому я добавил, редактировал и так далее. И называется эта работа «Российская цивилизация. Энергия, пространство и человека». Так, где? Я там вначале показал, в общем, пространство огромное, российское географическое пространство, специфика, как влияет на формирование характера россияне. Не только на формирование характера, не только на образ мышления, образ день человека 24/24 каждый день, потому что русский человек, как никто другой, у него постоянный вызов каждый день перед вот этого сложности природы и перед внешним врагом. Поэтому вот уделяют особое внимание на вопрос пространства, как она играет, как влияет на формирование образа мышления, образа человека. Почему образ мышления? Потому что я тоже показал, что это пространство, огромное пространство, тоже влияет на пространство слова в поэзии. Вот, допустим, кто, который знает русский язык, он не может не восхищаться вот поэзией Пушкина. Какое пространство у него там в этой поэзии. Если мы говорим про исторический контекст, какой тут именно исторический контекст? Можете немного раскрыть именно исторический контекст, именно развития российской цивилизации? Как раз вот там 3 глава, она освещает вопрос, в общем, история. Философия, история, разные этапы, исторические этапы. Как это? То есть это есть как разные подходы по отношению к истории России. Некоторые считают, что, допустим, история России
это тысяч лет, именно когда уже приняла Россия христианство. Я считаю, что история России все-таки намного глубже. Я показал, кстати, вместе потом, у меня третья работа, самая свежая работа с академиком Ковцом, и мы издали труд, который называется «Российская цивилизация уроки истории и вызовы будущего». И мы показали, что история России она имеет как минимум 2500 лет. То есть до христианства было, ну, мы будем называть язычество. Но что язычество? Язычество тоже есть, имеет своя культура, свои и так далее. Но на этом пространстве, в России, допустим, до того, когда формировала, ну, вообще, это современная география России формировалась и мало изменялась этого именно 500 лет назад. До этого были разные этапы, разные этнические группы и так далее, и так далее. То есть это будем, вот этап, допустим, исторический этап. Есть Россия до христианства, Россия христианская, Россия, будем так сказать, во время Золотой Орды, будем татаро-монгольские, Россия Рурики, Россия династия Романова, Россия советская и Россия современная. Да? И каждый этап имеет свои, безусловно, черты, которые играли какую роль в формировании исторического самосознания у россияне. Да? И это формировалось как будто комплекс элементов, исторических элементов. Вот это то, что касается одной стороны. Вторая сторона. Известно для всех, что Россия – это лаборатория разных этнических и конфессиональных групп. Вот известно для всех, вы когда говорили, что вот это для арабского канала, что в России 195, я позволите немножко исправить, но примерно 189 этнических групп. Еще не, ну, официально это указано в нескольких научных статьях. Возможно, можно спорить с вами, но да. Потом это не важно, не важно. Важно, что это действительно, вот Россия это лаборатория разных этнических групп, культурных групп и так далее. И каждая этническая группа, каждый народ, каждая культура играла роль в формировании исторических, культурологических лесов и исторических самосознаний у России. Это вообще целый мир. Вот это один и тот же элемент. Второй элемент, вот, отвечая тоже на ваш вопрос, что характерно, что особенное для российской цивилизации. Но если мы будем говорить на уровне менталитета, да, российский менталитет, я могу сказать, это менталитет, который разделяется, в общем, это так. Я всегда говорю, это сочетание, могу сказать, рационального декартизма и духовности Востока. Что я имею в виду в рациональном декартизме? Если, допустим, мы условно говорим, что вот российский мозг будем, он разделяет на три части. Первая часть – это научный разум. Третья часть – это пространство идеологии, разные всякие идеи, мысли и так далее. Есть пространство, будем так сказать, в общем, мечта, научная это мечта и так далее. Вот в российском подходе наука, она занимает, наука и разум, и рациональный подход занимает особое место, безусловно. В отличие от арабо-исламского менталитета. Арабо-исламский менталитет, научный элемент слабый. Очень слабый. Там, да, фантазия у них есть, поэзия, литература и так далее, и так далее. Так, то есть, в принципе, и откуда она взяла этот рациональный научный подход? Я назвал просто условно декартизм, но потому что понятно, что Рене Декарт это основатель рациональная, разумная философия, в общем, на Западе, потом она стала международный элемент. Безусловно, тоже, как вам сказать, и еще и духовности Востока. Россия, она не выбрала католицизм, она выбрала именно православие. А православие – это восточное христианство. И, кстати, может быть, будет читать или будет слушать нас. Вот то, что касается, в общем, допустим, вот это православие, восточное православие. И вообще, мало известно для всех. Кто крестил князь Владимир? Один священник, который приехал, епископ из Сирии,
называется Михаил Сирин. Он, кстати, и первый первый отряд священники, которые вот были в Киев, когда была мат городов России, да, там тоже, кстати, из антиохристских православных. И одновременно, параллельно пошла и влияние, безусловно, Византия. Ну, известно, что Россия это наследник Византии и так далее. Но византийский элемент тоже играл и играет до сих пор как роль вот в формировании менталитета и так далее. И плюс к этому нельзя забывать, что вот из элементов, что я всегда говорю, это Россия как цивилизация, это западное крыло Азии и восточное крыло Европы. Почему? Потому что российская цивилизация это евразийская цивилизация. Потому что больше, чем половина территория или география России находится в Европе. И 1/3 Азия в целиком, Россия, находится там. И поэтому это сочетание идет. Сочетание не только как география и судьба география, но и в том числе разные культуры, взаимодействие получилось и так далее, и так далее. Именно поэтому еще раз я подчеркиваю, что Россия это евразийская цивилизация. Как известно для всех, вот самый известный теоретик по геополитике Макдональд, который говорил, что, допустим, кто владеет Евразией, не только транспорт и так далее, владеет мир. Так, но самая большая страна в Евразии, кто? Какая Россия. страна? Россия. Россия, она в сердце, она занимается сердцевиной Евразии, да? Поэтому я всегда говорю, Россия как цивилизация, если наша родная, прекрасная Россия, сердце России, он сильный, творческий, вот боевой, то есть он не только влияет на судьбу Евразии, он влияет на судьбу мира. Если сердце России больной, не знаю, переживает проблемы разного рода и так далее, это не только влияет на характер россиян, живущих на территории России, он влияет тоже на Евразию и влияет в мире. Сейчас, к сожалению, сердце наша родная Россия, она промежутная, понимаете? Поэтому весь мир, понятно, она воюет, да? А как вы можете характеризовать советский период? Вот советский период, как бы было определенное свое тоже развитие в рамках взаимодействия с разными странами, была попытка объединить народы, но и также имело это какой-то тоже цивилизационный характер. Вот как вы можете охарактеризовать советский период развития России? Знаете что, я могу рассказать уже, во-первых, есть некоторые исследователи, которые считают, что нет советской цивилизации. Я считаю, была советская цивилизация. Даже советская цивилизация, я буду сказать. Но она одна из самых коротких цивилизаций в истории мировой цивилизации была. Есть свои достижения, безусловно. Есть огромные ошибки и неудачные, безусловно. Я считаю это параллельно. Да, это, безусловно, как вам сказать, Россия в рамках Советского Союза, но она была двигатель этой цивилизации. Хотим этого или нет. Были разные республики, разные народы и так далее. Вот российский интеллектуальный потенциал, научный, творческий и так далее, а он двигал всю эту оркестру народов и так далее, и так далее. Вот. Можно много говорить об этом. Скорее всего, вот в этой студии десятки, если не сотни исследователи, историки, политики, философы, культурологи говорили об этом. Я не буду в детали говорить об этом, потому что, скорее всего, я не открываю Америку для. Я просто говорю, исходя из моего скромного опыта. Я человек, в принципе, закончил факультет журналистики во время Советского Союза. Кандидат исторических наук во время Советского Союза. К сожалению, я не дошел до того, чтобы стал доктор наук, но я стал доктор наук в Российской Федерации. Понимаете? Поэтому для меня, как вам сказать, что когда-то я не скрываю вот этого. После того был в 90-е годы
и так далее, и так далее. У меня были либеральные демократические взгляды на Россию, на Советский Союз и так далее, и так далее. Но когда я изучал Запад изнутри, когда я был в Алжире, я преподавал предмет культурологические, философские взгляды Запада. Я знаю не только Россию, извините, скромно говоря. Я знаю Запад изнутри, и поэтому преподавал. И читал, извините, и написал статьи, некоторые статьи. И сравнивал, что творится там, и что творится на Востоке, что творится в мире и так далее. У меня после этого стала страшная ностальгия к этому периоду. Вот период, советский период. Но когда возникли это сейчас в последние 20 или 30 лет, этот, как вам сказать, нездоровый дух между разными религиями, между разными национальными представителями разных национальностей и так далее. И так далее, и так далее. Миллион проблем, да? Вот. Но во время Советского Союза никто не спрашивал, какая религия у вас. Какая нация у вас? Ну, вроде был один дружный народ. Да, не хватало демократии. Да, социальная справедливость – это основа. Альфа, омега, теория и практика социализма, социальной справедливости, да, в России не было. Вот в советской, будем так сказать, или недостаточно это было. Но опыт был. В истории человечества не был такой опыт, светлый опыт, который пытались по-настоящему реализовать мечта большинства людей, живущих на планете, чтобы реализовать идеи социальной справедливости. И много людей жертвовали собой, не только люди, и народы, и так далее, для того, чтобы реализовать мечта большинства людей, живущих на планете. Поэтому в советском периоде есть свои плюсы, есть свои минусы, но у меня лично сейчас, на данном этапе, большая ностальгия к этому периоду. Вы в своих работах всегда поднимаете тему диалога цивилизаций, и как раз эта тема очень актуальна в наши времена, потому что мы видим, как происходит, многие говорят о столкновении цивилизаций, многие говорят, что это война за интересы, экономические интересы, геополитические интересы. Как вы рассматриваете диалог цивилизаций? Как он должен выстраиваться? В каком формате мы можем сделать так, чтобы цивилизации начали общаться между друг другом, то есть страны, народы, потому что сегодня это главный вызов 21 века. Мы видим, что происходит много конфликтов, войн, даже на территории Ближнего Востока, что сейчас мы наблюдаем, постоянное столкновение между цивилизациями. Вот как мы можем это решить? Какой правильный путь для нас всех? Уважаемый Дмитрий, я расскажу вам одно. Почему я выбрал эту эстафету именно начать заниматься диалог цивилизации, культуры и религии. Как я вам сказал, я как человек когда-то занимался журналистикой, потом историей, потом философией, изучал историю между разными странами, между разными цивилизациями и так далее. И когда-то тоже у меня была одна работа, которая называется «Сравнительный анализ между западным менталитетом, арабо-исламским менталитетом». Всегда лидирующее течение был конфликт, войны, конфликты разного профиля, геополитические, то есть конфликты за ресурсы, конфликты за идеи, за конфликты, которые носят религиозный характер, культурный характер, теперь в последнее время цивилизационный характер и так далее, и так далее. Бесконечные конфликты, бесконечные войны и так далее. И до сих пор мы живем в этом. Но неужели потом я поставил перед собой этот вопрос, альтернатива. Что нужно делать для того, чтобы, в общем, и так далее. Я начал изучать этого, как вам сказать, в общем, то есть одна из моих первых работ начал сделать, как вам сказать, что объединяет дух разных культур и разных народов. Да? Начал изучать, как те черты, те принципы, которые мы читали величайшие мудрецы в истории, величайшие ученые, величайшие даже пророки, которые опираются на каких принципы? 3-4 принципа. Это вопрос истины, добра,
красота, но я добавляю еще и справедливость. Да? Но и начали так. Это, безусловно, всегда бывает борьба за эти черты есть. Но потом я подумал, ну хорошо. Но если, допустим, в каждой культуре, в каждой цивилизации, ну, в светлой стороне религии есть тяга к истине, к добра, к красоту и к справедливости. Да. Вот. И сделать для себя тоже очень простой вывод. Я считаю, что в каждом человеке, в каждой семье, в каждой религии, в каждой культуре, в каждой цивилизации, в каждом явлении есть пространство для открытости, для закрытости, для тьмы и для света, для конфликта и для диалога, для мира и для войны. Да? Это вечная борьба. Как сказал наш дедушка, прекрасный гений Достоевский, ну, примерно он говорил вечно, и ангел, и черт борются за сердце и за ум людей. Понимаете? За разум. За разум человеческий. И за разум, да. Но это постоянная борьба идет во внутренней каждого человека и так далее. Так. Но зависит теперь, хорошо, если человечество, она берет для себя именно разрушительный элемент, то, что господствует. На Западе это явление уже формировалось как философия. И стало на Западе, уже создали социальный дарвинизм. Сильный должен победить. Вначале Дарвин создал свою теорию, потом стал социальный дарвинизм, который стала как основная философия западная, агрессивная цивилизация по сравнению с другими. И они ввели колониализм и так далее. И войны разного рода. Конечно, до этого, до социального дарвинизма, всегда история человечества – это вопрос конфликта, это вечный конфликт, это структура человеческая, вот агрессивность. Так. Но теперь, а вторая сторона уже есть. Что? Нужно тогда, вот я думаю, что нужно обновлять самого положительного во внутренний персоналитет, как говорят, в общем, человека или нация, или культура, для того, чтобы питаться, сближать дух разных народов, разной культуры, разных цивилизаций. Вокруг этих ценностей, истина через мудрость научного разума, добра через высокая этика, красота через высокие культуры и справедливость через идеи опять социализма. Потому что много мы читали об этом. Только социалистические идеи пытались реализовать это в практике. Да? Вот. И поэтому вот эта основа, я бы сказал, вот, интеллектуальная, научная, позволила мне, и после того, как я сравниваю и так далее, обязательно нужно делать все для того, чтобы это делать. И начал заниматься, вначале писал вот разные статьи, потом книги по диалогу и партнерству. У меня вышло до сих пор 3-4 учебники по диалогу и партнерству цивилизации и культуры. То есть одна, которая называется «Диалог и партнерство цивилизации» вместе с академиком Ковцом, вышла от имени КФУ в 2018 году. Другая книга называется «Диалог культуры и религии в КФУ», а еще «Диалог культуры в глобальном мире» вышла от имени издательства МГУ. Это было. И еще у меня потом мы публиковали какой большой энциклопедия, Тулмуд, назвать ее «Мир, цивилизация, есть ли будущее». Это вышло тоже от издательского дома имени Академии Жуковского. Тут целый потенциал. Потом создали в России тип такой цивилизационная российская цивилизационная школа. Когда я приехал в Россию, меня пригласили, я стал, ну так, без скромности, один из самых активных членов этой школы. И мы начали вот не только издавать, и мы создали в 2013 году открытый университет «Диалог цивилизации», который совсем не имеет никакого отношения к этому, к Соросу, наоборот, мы против, это, чтобы читатели и зрители знали об этом.
И вот на основании этого университета нам Назарбаев помогал, нам разные фонды помогали, и правые, и левые, и так далее. Ну, здоровые правые, и левые, и так далее. Мы организовали многочисленные конференции, издали разные труды, презентовали наша школа, я помню. А вот именно что вы предлагаете? Вот нашим слушателям и зрителям было бы интересно послушать именно с точки зрения, какие у вас рекомендации и предложения с точки зрения взаимодействия между культурами и цивилизациями, как это должно выстраиваться, в принципе, чтобы все вопросы решались. Понимаете, что вот это, ну, у меня есть вот одна работа, это диалог и партнерство цивилизации, есть специальный вот большая глава, которая называется «Разумная основа диалога». Что нужно делать для того, чтобы вести разумный и полезный конструктивный диалог между разными культурами, цивилизациями и культурами. Есть препятствия диалога, есть общие знаменитые 4, которые объединяют людей. А в чем причины препятствия сегодня? Вот я вначале, извините, я буду сказать, что вначале, что нужно делать для того, чтобы вести конструктивный диалог. Для того, чтобы вести разумный конструктивный диалог, нужно вначале человек должен вести разумный диалог с самим собой. Для того, чтобы освободить себя от своих стереотипов, которые носят о себе, не только как личности, а себя, которые относятся к этому народу, или к этой нации, или к этой религии и так далее. Каждый человек имеет море стереотипов о себе и о других. Если человек имеет разумный потенциал для того, чтобы освободить себя от своих стереотипов, следующий этап, он может освободить себя от стереотипов о других. Второй. Человек для того, чтобы вести диалог, разумный диалог, он должно быть у него свобода воли. Третий. Если ты должен вести диалог, мы живем в разнообразном мире. Мы так случайно родились с разными религиями, с разными культурами, с разными идеологиями и так далее, и так далее. Так, в этом разнообразном мире нам нужно иметь культуру слуха. Что такое культура слуха? То есть нужно знать, представить себя на твоем месте, вот как вы думаете, и так далее, знать свои и плюсы, и минусы, потому что в каждой культуре, в каждом есть свои минусы и культуры. Но и нужно, почему я говорю культура слуха, я буду вести диалог с человеком, который отличается от меня. Понятно, что мы не похожи друг на друга, да, но культура слуха, нужно знать его, понять его на самом деле, вот пытался не только понять, но пытался знать, какие сильные черты его, что объединяет нас между собой. Нужно радоваться его успеху, нужно в том числе делать все, не только вести диалог ради диалога, нужно вести диалог для того, чтобы идти к следующему шагу партнерства в разных смыслах. То есть и нужно иметь, в том числе нужно иметь знания. Без знания нет диалога. То есть вот я всегда говорю, даже в общем для этих людей, религиозных людей и так далее. Но вот вы религиозные люди, вы должны знать в первую очередь свою религию и другие религии. Когда-то спросили Эйнштейн, сказали ему, ну именно поэтому вот, по отношению религия и наука и так далее. А он отвечал Эйнштейн следующие слова, очень золотые слова, кстати, у Эйнштейна. Он сказал, наука без религии хромает, но религия без культуры слепая. То есть религиозный человек, он должен быть культурный человек. Вот этого. Не только религиозный. И любой человек, допустим, почему элемент культуры, я всегда обращаю большое внимание на элемент культуры, который должен присутствовать везде. Кстати, у меня есть одна большая работа тоже, которая называется «Культура спасет мир». Вот с академиком Мамедовым. Да? Я считаю, что именно элемент культуры должен присутствовать. Когда элемент культуры присутствует на уровне слова и поведения, начиная с первого человека, который управляет государством, в семье, вот в мечети, в церкви, в синагоге, я не знаю, в институте, в школе, в работе, в экономике. Нужна и культура управления экономикой. Когда культура уже существует, то не только будет конструктивный диалог, будет настоящее партнерство и будет взаимовыгодные отношения. То есть элемент культуры имеет очень большое значение. И плюс к этому
Вот есть разные, конечно, разные принципы для диалога, не хватает времени. А по поводу препятствий. Препятствия, конечно, как вам сказать, мы живем в разнообразном мире. Разные черты, религиозные и так далее, или культуры и так далее, они могут быть предмет для ссоры, для конфликта, наоборот, они могут быть в разнообразии, это богатство, но как можно управлять разумно это разнообразие. То есть это препятствие, которое... И дальше, вот есть препятствия, потому что вот препятствия для диалога, конструктивного диалога, для партнерства есть исторический память. Негативный исторический память, который находится у каждого. Понимаете, что каждый человек имеет свою историю. Ну, мы берем, допустим, сунниты и шииты, да, в арабском мире. Вот. Или, допустим, татары и русские, да. У них история имеет богатейшие, я бы сказал, элементы взаимопонимания, и больше, может быть, элементы для конфликта, которые образовались в исторической памяти. То есть в историческом памяти есть негативный элемент. Без освобождения человека от своих негативных элементов исторической памяти всегда будет конфликт. Почему? Потому что этот элемент, негативный элемент, воспитается через поколение каждого, через система образования, через школы и так далее. Да? Поэтому вот в подсознании сунниты не может терпеть шииты и так далее. Да? Ну, да. И вот, потому что есть определенные люди, которые именно работают на этом, да? и которые заинтересованы. И в том числе по отношению исторической памяти, то, что касается, ну, допустим, история России и Украины. Или история славянская раса. Да? Есть западные, Крыло, славянские этнические группы, есть восточные и так далее. Разделили славянский мир на две части. Теперь православные разделяют и так далее, и так далее. Есть определенные силы, да, вот силы, внешние силы, которые именно играют большую роль, это как элемент серьезных препятствий в развитии диалога, в сближении дух, культур, цивилизации, религии и так далее, и так далее. То есть есть, и в том числе есть борьба за ресурсы, конфликт, борьба, экономическая борьба и так далее, и так далее. Это элемент, тоже является элемент конфликта. Если нет разумного, будем так сказать, не только диалога, давайте сидим, посмотрим, что выгодно для обоих сторон, что объединяет нас больше, что нужно делать для того, чтобы воспитать наше поколение в духе диалога и партнерства. И как можно это передать через... У меня есть как раз к вам вопрос по поводу глобализации. Вы знаете, что глобализация как модель появилась после окончания холодной войны между в те времена Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. И мы видим, как меняется общество сегодня под влиянием социальных сетей, искусственного интеллекта. Мы видим, как искусственный интеллект становится некой такой тенденцией развития крупных корпораций, компаний. И даже все больше и больше мы видим, как люди стали, в принципе, использовать его, внедрять его. Что сегодня происходит? Можно сказать, что век глобализации закончился, и что нас ожидает в ближайшем будущем с точки зрения цивилизационного развития, с точки зрения культурного развития, с точки зрения даже современных технологий, потому что сегодня, опять же, тот, кто добивается успеха в технологическом развитии, тот и становится как бы доминантом на международной арене. Мы видим сейчас, как используют не знаю, искусственный интеллект в рамках тех или иных боевых действий, используют беспилотники, используют современные технологии. Сейчас еще поднимается тема роботизации. Вот что нас ожидает в будущем? Уважаемый Дмитрий, вы задали вопрос, который, вот теперь каждый вопрос требуется много времени, но я постараюсь, кратко, если, да. Я постараюсь сжато и тезисно и так далее. То, что касается глобализации или монdialisation по-французски, или монdialisация. Глобализация, эпоха глобализации, безусловно, она жила период процветания после того, когда разрушился Советский Союз. Вот. И возникли разные идеи именно на Западе, что вот именно теперь торжество либерализма, все, социализм закончился, нету другого альтернативы и так далее.
И возникла, в общем, известная книга Фукуяма «Конец истории». И не только Фукуяма, а потом Хантингтон, по-другому, он написал книгу по столкновению цивилизации. И серия публикаций, в общем, идеологии неолиберализма, или мы называем постмодернизма, да, которые пытались сказать, что вот хорошо, ладно, в общем, так уже все, глобализация, да, глобализация, она уже была, есть, и она действительно, в общем, имеет свои плюсы, кстати, не только минусы. То есть это, в принципе, объединили людей, то есть это связи были. Одежда, музыка, фильмы и так далее. Это не совсем положительно, кстати, одежда и так далее, да, потому что они пытались диктовать это то, что касается одежды и так далее, это называется культурная глобализация. Вначале, в общем, пытались завоевать мир через экономическую глобализацию. Теперь следующий этап, они хотели сделать культурная глобализация. Культурная глобализация, что это обозначает? Что это панамериканизм, что это Макдональдс, делали джинсы, где все и так далее, что весь мир, он должен, допустим, говорить на двух языках, на языке доллара и английский язык, да, и им нужна эта глобализация, большинство наций, стран и так далее, как элемент потребитель. Для них это не важно. Важно, что они потребляли и так далее, и так далее. Они успели это делать и так далее, и так далее. Но и потом, в конце концов, что от этого получается? Вот мы начали, когда уже вот появилась Китая больше, экономика, образец совсем по-другому. Не только экономика Китая, и наука, и потом искусственный интеллект. Когда начала вот Россия вот поднимать свои вот силы и так далее, когда уже, в общем, начал, но много критикует и здесь в России, и за рубежом наш президент Владимир Владимирович Путин. Ну, Владимир Владимирович Путин, он гениальный президент, который все-таки, он был вдохновитель создания БРИКС. Вот один из этих, так далее. У меня тоже своя, не это, я своя. Я человек, знаете, что я пытаюсь быть объективный человек, но я никогда не претендую на то, что вот то, что я говорю, это я обладаю истиной. Это мой сугубо субъективный подход. Могу быть прав, могу быть и не прав. Но самое главное, возникновение тоже БРИКСа, возникновение Китая, возникновение России, она уже начала трещить, эта глобализация. Да. А сказать сейчас, на данном этапе, глобалисты уже все покидали свои элементы силы, нет. Они пока сильны. У них крупнейшие вот этого, как вам сказать, они находятся в разных странах мира. В Америке демократическая партия сугубо глобалисты. Только те, которые управляют Западной Европой, они глобалисты. Понимаете, что вот глобалисты находятся во втором и в третьем мире. Сторонники, я имею в виду, и так далее. Да. Но сказать, что вот этого, я бы сказал, что вот глобализация или глобалисты, они управляют мир, как они хотят раньше, конечно, нет. Вот. Сейчас возникают все условия для того, чтобы дать нам основу, что уже по-настоящему формируется многополярный мир. Во главе Китай, Россия, Индия, БРИКС и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну и поэтому Запад делает все для того, чтобы вот и БРИКС, и эта альтернатива не выбрала экономическую силу, идеологическую, культурную, научную, для того, чтобы завоевать себя. Но я думаю, что вот как вам сказать, в общем, этот весь мир устал от глобалистов. Те, которые сколько цветные революции они уже организовали. Сейчас они пытаются обновлять себя через кого? Через технологию, через именно международный. То есть они хотят управлять миром, используя искусственный интеллект и поднимая темы того, что это какая-то прекрасная какая-то альтернатива для решения тех или иных вопросов. И для того, чтобы продолжать сильный, агрессивный дух глобализация. Но глобализация другого рода, через технологию. Управление массами через технологии. Да. И я считаю, что это немножко... Поэтому мы называем это, как называется, это научный фашизм. От научного фашизма
В общем, есть разные всякие филиалы. Есть трансгуманизм. Страшный это трансгуманизм, который пытается менять человека и так далее. Через нисколько, вот Шваб и так далее, через этого. И в том числе Сорос за этого, да. И в общем, и главный, я бы сказал, в общем, этот главный финансист это международные корпорации. Через искусственный интеллект пытается теперь что, обрабатывать не только вот, и сознание, и образ мышления, и образ жизни людей, для того, чтобы дальше они управляли мир, дальше они, будем так сказать, и они ведут войны разного этапа. Это опасный. Вот конфликты раньше, понятно, что этот конфликт. Сейчас уже бомбят мозг человека день и ночь. 24/24, да. Но вот, и мы все попали вот в эту ловушку. Вот так. Допустим, вот этот iPhone, который перед нами, мы стали рабами этого, к сожалению. Я это говорю тоже сам, понимаете, что, к сожалению, это убивает. То как получается? Да, через этот искусственный интеллект, через iPhone и так далее, много хорошего, да, потому что человек... Упрощает задачи, но осложняет то, что мы перестаем думать самостоятельно и использовать больше эти современные технологии, получая информацию и даже используем для того, чтобы анализировать какие-то данные. Ну, я понимаю, это я тоже использую в презентации моих лекций, труда и так далее, и так далее. Мы же люди науки, если мы остановимся на своем месте, все. Вот теперь такая, человек, это он должен, тем более человек науки, он должен подчиняться закону эволюции, закон науки, да, и так далее. И все в мире относительно нету и так далее. Но вопрос заключается в том, что они говорят, иногда говорят, это ради блага человека, Илон Маск, допустим, или так далее, или Билл Гейтс и так далее. Я не верю в этих людей, в этих ребят. Наоборот, для них это самое главное, чтобы больше денег, больше влияния. Они хотят создавать человек нового типа, цивилизация нового типа и так далее, и так далее. От этого я очень осторожно, но нужно, безусловно, использовать достижения науки, достижения искусственного интеллекта. Без этого мы не можем развиваться. Но нужно быть крайне осторожно, нужно быть крайне разумно и для того, чтобы именно дальше, как развиваться в этом направлении, использовать самые современные достижения науки и технологий, но и не забывать самое главное о человеке, о человеческих ценностях. Потому что, к сожалению, смысл человека и судьба человека, она в опасности. Поэтому нужно делать все для того, чтобы сохранить самые, я бы сказал, самые ценности в духе человека. Это совесть, это истина, это красота, это высокая мораль, это высокая культура. И я думаю, что это и сторонники таких идей находятся везде, и в России, и по всему миру, и в том числе люди, большое, которые слушают наш передачу. Спасибо вам большое, профессор Сухейль Наимович Фарах. Я очень благодарен за то, что вы участвовали в нашем диалоге, как раз про цивилизации, про диалог цивилизации. И, конечно, спасибо большое нашим зрителям и слушателям. Подписывайтесь на телеканал Радио Авроры, следите за следующими выпусками. С вами был я, ваш покорный слуга Дмитрий Бридже. Совет передается тягу к